Новинка сезона. Новинка сезона. Шокирующее известие. Никто такого не ожидал. Значит, на очереди у нас лицензия, которую выдали 20 марта. Значит, 19-го на российскую нефть, а 20 марта Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Сокращенно ОФАК. Это аббревиатура. Да. Выдает генеральную лицензию Ю, ну, так называется, ну, Ю, в смысле буква, связанную с Ираном, разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта 2026 года. Давайте, ну, кто не верит, вот мы сейчас опять лист еще покажем. Первый, но потом на ВК выкладываются выпуски нашей программы, там можно взять и остановить вот кадр и почитать. Ну, остановить мгновение, оно остановить прекрасно. Мгновение, оно прекрасно. Если можно, давайте 1.4 покажем, чтобы все изумились, как лицензия на иранскую нефть. Ну, вот так, лицензия на иранскую нефть. То есть годами. Это было так. Китай, Иран, вы что это? Продолжаете торговать нефтью, невзирая на все наши окрики, невзирая на все наши запреты, прямые запреты, которые мы тут в Соединенных Штатах ввели? Да как вам не стыдно? Вам не стыдно? Вам не стыдно? Знайте, вы это продолжаете делать только потому, что это мы вам разрешили. Ну, прочитал исследование. Маленькое, но гордое исследование, сделанное специалистами Европейской аналитической организации «Брюгель». Они посчитали. Посыл был прекрасен, я изумился, мне очень понравилось. Китай — главная пострадавшая сторона во всем этом конфликте, потому что иранская нефть очень дешевая, страшно дешевая, просто обеспечивающая чуть ли не весь экономический рост Китая, перестала туда идти. Китай в курсе? Мне кажется, ни Иран не в курсе, даже США не в курсе. Потому что вот они там... Сколько насчитал этот их... Да, выступление министра финансов США, оно прекрасно. Он убедительно доказал, что имеет полное право находиться в составе команды мистера Трампа. Он сообщил, что у Ирана на танкеры загружено 140 миллионов баррелей нефти. Я не очень представляю, как это выглядит. Все уже посчитали, сколько Иран на этом заработает. Все замечательно. Но самые крупные танкеры, самый крупный класс VLCC, это 2 миллиона баррелей. Где, в каких кустах пряталась флотилия из 70 супертанкеров? Почему ее никто не видел, кроме министра финансов США? У меня стойкое ощущение, что он, прочитав утренний Bloomberg, перепутал количество российской нефти в море, которую Bloomberg каждую неделю отмечает, и количество иранской. Российской, иранской. Кто вас там... Градусы в прямом угле и температура кипения воды тоже немножко перепуталась. Ждем лицензию на свободную продажу нефти Северной Кореи. Стоп. Мы сейчас про эту лицензию еще не все узнали. Самое восхитительное в этой лицензии, давайте цитату из этой лицензии. Вот 20 марта выдают лицензию, и там сказано, что она разрешает сделки, разрешенные настоящей генеральной лицензией, включают в себя ввоз в Соединенные Штаты сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. Не шутим. Просто это цитата из этой лицензии. А так у Трампа все под контролем. И вообще, как некоторые наши лидеры общественного мнения уже сказали, это хитрый план, это Трамп просто своим... видимо, угольщики пришли, забашляли. Слушай, так, чтобы никто про нас не подумал, давай начнем с того, что подорожает газ. Вот очень издалека зайдем. Нет, не то, чтобы я предполагал, что сейчас суда из Ирана пойдут в Соединенные Штаты, но это даже на уровне разрешения выглядит дико, то есть представить себе еще месяц назад, что Трамп такой, в принципе, мы готовы покупать иранскую нефть и нефтепродукты, не то чтобы прям сразу, но мы разрешим. Нет, вдруг у Борис вот это ожидал, он сейчас скажет, да, я так и думал. Я в шоке, в легком. Ирану повезло, карта пошла. Теперь вся нефть из Ирана, все сотни танкеров отправятся все непременно в Соединенные Штаты. Не, если, не дай бог, там Афромаксы везут, это действительно такая флотилия, увидев которую, мне кажется, любой американский военный скажет, это точно танкеры, а вдруг? А вдруг там на вас вот такая армада идет? Это страшно. Более 200 судов. Тут
в продолжении этой темы Великобритания заметила... не с этого начал. 24 февраля 2026 года Великобритания опубликовала санкции против России, которые были поданы как, это крупнейшие санкции. Просто, такие крупные санкции, что дальше вот уже некуда. Мы просто так давим на Россию, что у нее доходы из-за этого упали. Не потому, что нефть тогда подешевела. Не-не-не, это мы с европейскими партнерами. Это и были те самые санкции из ада. Из оттуда, да. Так вот, приняли они санкции, ввели санкции, в том числе против Транснефти. Транснефти стало очень тяжело транспортировать, видимо, нефть по территории Российской Федерации от этого. А тут, вы знаете, неприятность случилась. А оказалось, что высококвалифицированные британские чиновники, очень хорошо все продумавшие, изумительно принимающие санкции, забыли, что Транснефть обеспечивает прокачку казахстанской нефти марки Кебеко в Германию. А за прокачку надо платить. А если вы вводите санкции, то какие-то безобразия могут начаться. Мало того, Транснефть — оператор КТК. В числе добывающих компаний, добывающих нефть на территории Казахстана, есть BP. Это вообще ужас. Ей тоже как-то и Shell, она немножечко голландская, но она же немножечко и английская. Вообще какая-то такая... Такая вот невнятная. Разносторонняя это правильно называется. Так вот, видимо... Прошло всего 1,5 месяца. Меньше. Меньше. С 24 февраля. Они расстарались, они буквально пару дней назад. Они за Даже месяца не прошло. Они за месяц управились, молодцы. Дверь к премьер-министру взломали представители Shell и BP. Говорят, ты что творишь? И что произошло? Они приняли генеральную лицензию, которая разрешает Транснефти прокачивать казахстанскую нефть. Спасибо им большое. Если лицензия от Минфина США, лицензия Ю, то мне даже страшно представить, как именуется лицензия от Британии. Давайте страничку посмотрим. Вдруг кому-то страшно интересно узнать, как выглядит этот исторический документ, в котором Британия как бы говорит, мы все продумали. Такие, да. И я представляю эту картину так, Стармера. Как глава BP берет, кто это сделал. И Мерц такой звонит и четко по-немецки говорит, это невозможно, вы что творите? То сначала Дональд по нам ударил, теперь вы, как так можно? В общем, разрешили Транснефти прокачивать казахстанскую нефть. Все нормально. По поводу Кебеко. Что за зверь? Это казахстанская экспортная смесь сырой нефти. Это если по-английски расшифровать. По сути, это Urals. Вы не отличите Кебеко от Urals. Кроме как по документам. А так, это брат-близнец Urals. Почему Кебеко решили назвать? Чтобы, не дай бог, не перепутали. Нефть добывается в основном на 3 крупнейших месторождениях на территории Казахстана. Добывают ее в основном западные компании, американские, европейские. Нельзя же им говорить, что нефть очень похожа на российскую. Нет, у нас своя нефть, демократическая, соблюдающая санкции. А когда она у нефти спрашиваешь, ты соблюдаешь санкции? Она тебе говорит, конечно. Проходи. Страшно представить себе этих людей, которые общаются с нефтью, слышат, что она им говорит. Ладно. А теперь о том, как у США все получилось и к чему эти выдачи лицензий на фоне распродаж стратегических запасов. Это Байден был глупый, он продавал стратегические запасы. А Трамп умный, поэтому он продает стратегические запасы. Не перепутайте, пожалуйста, это очень разные вещи. Это очень разные Трампы. Это очень разные Трампы, Байден, в общем, не надо их путать. Они очень разные, они все делают по-разному. Как вы можете их путать, вообще, этих людей? Так вот, в Соединенных Штатах все настолько хорошо, что перед выборами начал дорожать бензин. Давайте даже до выборов еще далеко. Далеко. Правда, если вспомнить... Давайте график 1.7 у нас. График уникален. Это доллары за литр. Это международная структура посчитала. Она тоже, видимо, несколько пугается этих американских галлонов. Если что, в Америке у них своя система измерения, чтобы, знаете, как операция чтобы никто не догадался. Страна молодая, эта система интернациональ пока не доросли, поэтому галлоны, короткие тонны, британские единицы, это все. Борис сейчас, мне кажется, потворствует этому американскому империализму, потому что, как это галлоны?
Не галлоны, американские галлоны. Обычный галлон 4,5 литра, а американский галлон 3,78, что-то такое. То есть, понимаете, у них даже галлоны свои придуманы. Так вот, здесь доллар за литр. Кажется, что-то случилось. Вот что-то очень продуманное, какой-то очень хитрый план реализуется. Но смотрите, какой момент. В 4 квартале 2021 года, когда до выборов промежуточных в США оставался примерно год, он в ноябре 2022 года, они в ноябре 2022 года прошли, администрация Байдена заметила, что бензин, в пересчете на доллары за литр, в общем, 94 цента за литр. И население как-то недовольно ропщет, говорит, как-то так, сделайте с этим что-нибудь. Почему при вас стал дорожать бензин? Сделайте с этим что-нибудь. И вот в 4 квартале 2021 года администрация Байдена начала распродажу стратегических американских нефтяных резервов, чтобы сбить цены. Нет, цены сбить не удалось. И промежуточные выборы прошли так. Резерв-то продать удалось. Резерв продать удалось, кто ж спорит. Значит, половина дела сделана. Кстати, если так подходить, вообще все получается. Конфликт начали. Стакан наполовину полон, пуст. Так, знаете, как есть добрый полицейский и злой полицейский, а у нас есть оптимистичный ведущий и пессимистичный ведущий. Я уверен, что Трамп подебил вся. Причем несколько раз. В общем, для них это, если вдруг что, для них цена бензина – это невероятно важный внутриполитический фактор. То есть не то, чтобы жить люди не могут без бензина, хотя, не без этого. Просто этим фактором пользуются все политические силы, которые на что-то там претендуют. И вот Трамп очень долго перед выборами президентскими бегал и рассказывал, при мне бензин был 64 цента, при Байдене, посмотрите, $1,5 практически бензин стоит. Куда он смотрит? Вот я приду, и бензин будет дешевым. И вот сейчас любой представитель Демпартии берет вот этот график, говорит, так, и что, и как? Получилось? Все хорошо? Притом там можно даже показать, что в последние месяцы правления Байдена бензинчик даже чуть подешевле был. Какой кошмар. В общем, Трамп пришел, видимо, все испортил. Голосуйте не за него и не за его партию, голосуйте за нас. И вот это сейчас там раскручивается. Вполне, в общем-то, понятно, почему. Это не к тому, что, боже мой, у них сейчас бензин дорогой, все, хана Америки. Не. Просто они будут пользоваться этим приемом для того, чтобы свалить фактор чувствительный. Страна автомобилизирована, автомобилей много, ездит много, пробег у них там много больше, чем у европейских владельцев легковых автомобилей. Грузовых автомобилей много, железнодорожная сеть немножечко так это подкачала, мягко будет сказано. Так что это важный фактор для многих. Не только для физических персон, но и для юридических. А чем мы все про Америку, да про Америку? Мы как-то забыли про Европу. Даже неудобно. А в Европе тоже неспокойно. Да, если вдруг вы первый раз смотрите нашу программу, мы в нашей программе обожаем графики, таблички, схемы. И пришла как раз очередь таблички. Вот очередная табличка. Европейская табличка. Сейчас прокомментируем ее. Давайте 1.8 повесим на экран, покажем нашим уважаемым зрителям. Пока зрители будут разглядывать все эти цифры, поясним, что это за звери такие. Это евро за мегаватт-часы. Если что, это цена газа. Точнее, не абы какого, а сжиженного природного газа, который идет на европейский рынок с разных концов. Тут у нас и северо-запад, тут у нас и юг. В общем, все, что хотите, пожалуйста, присутствует. Кто собирает? Собирает местный регулятор, местный энергетический регулятор, чтобы не вдаваться в подробности. А как из этого всего перевести во что-то более привычное? Все нормально. Вот эта верхняя строчка, это примерно $640 за 1000 кубических метров. 640. Вполне нормально. Вполне нормально. Вот. Хотя в пятницу, по-моему, они на 700 остановились. Это фьючерсы были. Это спот. Это прям вот спот. Сейчас. Если что. Это не фьючерсы на месяц вперед, это не фьючерсы на полгода вперед. Это спот. Это то, что вот сейчас происходит с ценами. Там фьючерсы скакали где-то до 800 в какой-то момент долларов. Такое было. Не. В данный момент все гораздо проще. Все гораздо более мирно. 600. 640.
Нет, ты покупай, потому что, ты можешь, конечно, по рынку походить, посмотреть, но пока ты ходишь, смотришь, будет еще дороже. А европейский рынок только вот в 2024 году перешел к маленькому такому, незначительному восстановлению. В 2025 году восстановление продолжалось. Знаете, как восстановление? Где-то на 6 миллиардов кубов. Что-то мне подсказывает, что 2026 год может выдаться хуже по потреблению газа, чем 2023. А он был очень-очень плох. Исторически плох. Ничего страшного, просто еще несколько крупных заводов куда-нибудь уедут и... Не, зачем уезжать? Просто вкладываешь деньги, больше денег вкладываешь в Китай, а не вот тут. А если нужна продукция, привезем. Это если кто-то переживает за компанию BASF, Bayer и прочих уважаемых людей. Все нормально. У них не только в Европе предприятия. Вот сейчас они смотрят такие, а зачем нам здесь, если можно там? Там лучше, здесь хуже. Выбор очевиден. Вот. И еще одну картинку, если позволите. О механизме совместных закупок. О том мы как-то давно про него не говорили, а про него все забыли. А буквально неделю назад исполнился год. С чего? С последней совместной закупки в Европейском Союзе. Что это вообще за зверь? Наверняка наши уважаемые зрители вообще не помнят, но это исторический, феноменально успешный, удивительный. Да, кстати, все, я думаю, читатели моего телеграм-канала и Макс-канала «Нефтегазовая игра» уже в курсе. Если что, подписывайтесь, если вы не в курсе. Будете в курсе заранее. Так вот, моего ерничания по этому поводу. Но в 2023 году впервые совместные закупки были проведены. В 2022, прошу прощения, была платформа создана. Потом, наконец, с 2023 года активно пошли первые совместные закупки. Видите, 25 апреля 2023 года. Первые. То есть небольшие компании выходят на рынок и покупают по очень выгодным ценам очень выгодные партии газа. Нет, стоп. Вообще не так. Они собираются и говорят, все... Мы готовы купить. Мы готовы купить. Стоп. Это важно сейчас. Если что, почему мы про это вспоминаем? В наших СМИ каждое высказывание европейского чиновника о каждом этом этапе встречалось: смотрите, все, без российского газа хорошо обходится, совместные закупки организовали. Что такое совместные закупки? Вы, покупатели, приходите на некую платформу и говорите: мне надо столько газа, мне надо столько. Ваши потребности суммируются, выставляются на всеобщее обозрение. Говорят: видите, у нас есть покупатели для такого-то объема. В определенный период времени приходят поставщики и говорят: а у нас есть газ. А дальше из предложенных объемов отбираются те, которые вообще-то подходят по параметрам. Потому что, если вы скажете: у нас есть газ, за $1000, за 1000 кубов. А все хотят за 200. Покупателям это не нравится. Покупатели сказали 100. К примеру. Будь добр, соответственно. Не 100, не больше 300, а лучше 250. К примеру. Отбираются подходящие по параметрам поставщики и говорится: смотрите, вы хотели 10 миллиардов кубов, мы нашли вам 8 миллиардов кубов, а заявок было на 15. Поэтому всем мы скажем, что заявок было на 15 миллиардов, поэтому они превысили объем запросов. Потому что запросы 10, а пришли 15. Отобрали мы 8. И что же, это 8, которые поставят? Нет. Теперь самое смешное. Эти, условно говоря, 8 миллиардов кубов, это не то, что будет продано. Дальше предлагается покупателям, которые пришли, и продавцам, которые пришли, как-нибудь состыковаться и договориться о покупке. То есть это платформа свиданий газовых. То есть Aggregate EU это все называется. Это платформа газовых свиданий. Мы сводим, найдите вашу любовь, найдите вашего поставщика. А договоритесь вы о чем-то, не договоритесь, заключите контракт, не заключите. Это уже не наша забота. Мы вас познакомили, вперед. А то, что при наличии такой свахи, как Урсула, и покупатели, и продавцы разбегаются в разные стороны, так сложилось. Нет, стоп, разбегаются. Год назад, последнее просто историческое событие. Среднесрочные закупки были произведены. Хочется узнать, как дела? А в нынешних условиях вы не хотите вернуться к этому эффективному инструменту? Извините за ерничание. Это не в плане того, что Европа замерзнет, у них все плохо. Это скорее камешек в огород освещения у нас, европейских реалий, когда у нас любое бульканье в болоте любого европейского чиновника чуть
вот хотя бы немножечко высокого уровня воспринимается за чистую монету. А даже если не воспринимается, то, отключив сознание, транслируется в российское информационное пространство. Вот эта ерунда, которую я вам сейчас описал, это то, что у нас освещалось, вот каждая вот эта закупка освещалась буквально цитатами кого-нибудь из еврокомиссаров. Ну, желательно еврокомиссара по энергетике, который, конечно, выходил, надувал щечки, говорил, да, видали, какие мы молодцы? Ой, какой мы инструмент придумали. А то, что газа на рынке больше не становится от того, что вы, людей свели вместе, это не важно. То, что вы туда российских поставщиков не пускаете, и газа нового просто не может, ему неоткуда взяться, это не важно. Но вот интересно, а в нынешних условиях этот сверхэффективный инструмент, чего ж не используется? Соберите всех. Я думаю, сейчас как минимум 20 миллиардов кубов понадобится, потому что, катера нету на рынке в данный момент. Где-то надо эти объемы найти. Включите суперуспешный инструмент. А у нас расскажут, какие вы опять молодцы, как вы суперэффективные инструменты включаете. Людям обычно тяжело прочитать маленькую статейку, которая сопровождает такого рода новости, и даже не калькулятором воспользоваться, а знаниями в арифметике за первый класс, чтобы посмотреть, что больше, что меньше, сколько пришло, сколько не пришло. И прочитать главное. Это свидание покупателя и продавца, а не контракты. А теперешняя ситуация демонстрирует, что несмотря на вот это надувание щечек и отличные инструменты, почему-то газа больше не стало. Вот удивительно, правда? Завершая тему про Европу, заметим, текущий кризис — это ведь не только кризис энергетический, это кризис еще и в области полупроводниковой продукции, это кризис в области автопромышленности. Давайте дадим слово представителям автопромышленности европейской.